Автор может быть ужасным человеком, но его произведение не обязано вместе с ним лежать и гнить. Его творение– это ребенок, родилось у конкретного человека и живет своей жизнью, а дети не отвечают за грехи отцов. И нельзя переписывать прошлое в угоду сегодняшним моральным правилам. Сказала бы я так, если бы была лицемеркой. Привет, я Мила. Представьте, у вас есть любимый фильм или песня. Она вызывает у вас такой восторг, что дыхание перехватывает, вдохновляет, трогает до глубины души. Но однажды вы узнаете нечто о человеке, который ее создал. Может быть, он оказался замешан в скандале, вытворил какую-то херню или просто показал себя с отвратительной стороны. И тут возникает вопрос. А можем ли мы теперь продолжать любить это произведение так же, как раньше? Или есть грань для трэшака, которую, не нужно переходить? На самом деле этот вопрос уже не новый. Споры, где заканчивается искусство и начинается личность автора, идут десятилетиями. Кто-то считает, что картина или книга живет своей собственной жизнью, независимо от того, каким человеком был ее создатель. Например, Джоан Роулинг чуть ли не каждое полнолуние пытаются вычеркнуть, а ее книги все равно покупают, читают и пишут по ним фанфики. А сейчас еще и сериал снимают. Другие же убеждены, что невозможно закрывать глаза на моральные стороны, потому что искусство – это часть личности художника. И значит, что одно нельзя отделить от другого. Вообще, я стою на этой стороне, но есть нюансы. Чуть позже расскажу, как небольшой кусочек моего полужопия пытается пригреться на соседнем стульчике. Я считаю эту тему действительно важной. Не тема про мои полужопия, а тему про личность и творчество. Потому что речь идет не только о том, нравится ли нам смотреть или читать что-то. От ответа зависит и то, какие произведения останутся в истории, а какие будут вытеснены и забыты. Так что давайте попробуем разобраться, можно ли отделять художника от его поступков. Можете со мной спорить, если не согласны. Какашками кидаться не буду. Если заглянуть в прошлое, то становится видно, проблема гений или чудовище преследует искусство всегда. Возьмем первого попавшегося художника. Ладно, пишу. Не первого попавшегося, пришлось порыться. Микеланджело Меризи да Караваджо. Его картины считаются шедеврами европейской живописи. Вот эта вот вся его драматичность в них, мастерское наложение света и тени, но сам он был далеко не милой фиалкой. Просто, я бы сказала, харк-тьфу, мужик. Если бы я была подругой его парня или девушки, то ничего бы не сказала, но знаки бы были. Он был вспыльчивый, агрессивный чувак, который в итоге лишил мир человека. Я бы сказала точнее, но выяснила, что на ютубе приходится разговаривать эзоповым языком. И вот тут возникает вопрос. Мы ходим в музей, восхищаемся его работами, но должны ли мы при этом вообще помнить, что их автор перекидывал людей в загробный чат? Сейчас думала, как заменить то самое слово, и в голову пришло painkiller, только с буквой Т. Он художник, поэтому paint. Хотя, если уж по чесноку, то нужно было бы дописать paint, да ладно. Мой юмор может показаться весьма специфичным. Мне когда-то сказали, что я шучу, как задроты математики из старинного видоса. Или, например, Рихард Вагнер. Его музыка звучит по всему миру, но сам он известен антисемитскими взглядами. В общем, это тоже оказался оторви и выбрось. В Израиле его музыку долго не исполняли, и даже сегодня это там остается довольно болезненной темой. Хотя для меня лично все предельно ясно. Если человек какашка, то я не буду кушать его пирожки. А вот Эгон Шиле, художник из Австрии, просто рисовал пикантные картинки, но его посадили в тюрьму за непристойность. И вот тут, мадемуазель и мсье, я крайне возмущена, потому что эти пуритане, что хейтили его картинки, наверняка хранили их под матрасиком или в своем напомаженном клозете. Так что этот художник проверку временем прошел. Жаль только, что был рожден не в свое время. Сейчас бы был знаменитостью где-нибудь, не знаю, на Фурафинити. Шучу, конечно, он людей рисовал.
так что мы бы его на Дэвике с хлебом и солью встретили. Его работы, кстати, на сегодняшний день висят в лучших музеях и оцениваются как величайшие шедевры модернизма. Шах и мат борцам за чужие трусы и постели. И если посмотреть на современность, то мы тоже постоянно устраиваем набеги с вилами и факелами на кого-то, только сейчас это происходит в соцсетях. Правде говоря, я чаще согласна с этими набегами, чем нет, но иногда они тоже бывают высосанными из пальца. Я думаю, что общество никогда не придет к единому решению, кого вычеркнуть навсегда, а кого простить. И вот кто-то обязательно скажет, что хватит бесконечно копаться в грязном белье авторов, искусство от этого никуда не денется. Картины Караваджо уже оцифрованы, книги Шопенгауэра, он был жутким мизогином, сжечь можно, но это будет косплеем 451 градус по Фаренгейту, где вместо тушения пожаров пожарные избавлялись от книг. И аргумент у этой части общества, которая за отделение искусства от создателя, звучит просто: искусство больше, чем его автор. Типа, когда мы смотрим на Сикстинскую Мадонну, мы не думаем, а чем там Рафаэль завтракал, мы просто видим шедевр и потребляем его всеми своими чувствами прекрасного. Автор отправится в царство Каиду, его скандалы забудутся, а искусство будет жить вечно. Автор может быть мудрым, но его произведение не обязано вместе с ним лежать и гнить. А-ля его творение — это ребенок. Родилось у конкретного человека, но живет своей жизнью, а дети не отвечают за грехи отцов. I am your father. И нельзя переписывать прошлое в угоду сегодняшним моральным правилам. Но давайте по-честному, а не этот вот богемный мусор, где ты настолько преисполнен своей одухотворенности, что часами готов вести диалоги о цветовых периодах Пикассо, а до этого пнул какую-нибудь дворнягу у подъезда. Искусство не присылает нам Бог со своей божественной тучки, перевязав подарочным бантиком. И также искусство не имеет отношения к деторождению и обладанию собственным разумом и ценностями. Его делают конкретные люди со своими убеждениями и иногда просто тьфу, какими наклонностями. Любое творчество неизбежно несет в себе отпечаток личности, манеры письма, выбор тем, даже композиционные решения. Все это связано с внутренним миром художника. Получается, что его тень все равно остается рядом, даже если мы сознательно стараемся ее игнорировать. И вот вопрос, а можно ли вообще наслаждаться творением, если оно пропитано мировоззрением мудака или мудачки? Мы тут против сексизма, так что всем вещей выпишем, без исключения. Первое. На мой взгляд, нельзя выкинуть личность автора из уравнения. Когда смотришь на картину художника, обвиненного в поведении 18+, то это уже не просто картина. Будет возникать вопрос, а это жестокая сцена, потому что он упивается этим, или она была задумана, чтобы сильнее погрузить зрителя в атмосферу и заставить искренне сопереживать? И в итоге кажется, что ты находишься на каких-то эмоциональных качелях. Но в этих случаях не стоит забывать также, что темная тематика разных произведений не равно плохой человек со странными позывами. Это может быть просто внутренняя боль, крик, желание вызвать эмоции у зрителя, а не становление на кривую дорожку. Потому что на этих кривых дорожках много и тех, кто создает что-то радужное, милое, конфетное. Достаточно вспомнить не такой уж давнишний скандал с Nickelodeon, когда многие шоу оттуда перестали восприниматься как веселые и детские. Второе. Деньги. Когда мы покупаем билет, книгу или платим за подписку на какого-нибудь художника, мы напрямую или косвенно поддерживаем автора. И если этот человек откровенный говнюк, то получается, мы платим ему, чтобы он и дальше чувствовал себя великим. Так что да, многим зрителям и читателям это кажется дико неправильным, и мне в том числе. И третье. Если мы будем говорить, что нужно давать поблажки гениям, то это тоже какой-то поворот не туда, по-моему. Может быть, тогда мы еще им разрешение на дерьмовые поступки будем выписывать. Типа, он, конечно, плохой человек, но музыка классная. Мы им а он нам контент.
Так что, на мой взгляд, отделение художника от его поступков звучит пафосно и лицемерно, будто человек хочет вознестись над всей этой земной моралью и умчаться на золотой колеснице куда-то к звездам, где живет настоящее искусство, а не вот это вот все наше плебейское. Но я также хочу упомянуть, что, например, устраивать шакали экспрессы на людей, потому что кто-то с кем-то поругался, и теперь все разочарованы, потому что он или она были до этого всегда няшами-стесняшами, тоже такое себе грани, думаю, видеть надо. Вывод. В историческом плане мы ничего не можем вырезать и выбросить, но мы можем знать и помнить, кто был хорошим человеком и заслуживает уважения от всего сердца, а кто был говняшкой с высокими навыками. А теперь ловушка для таких моралистов и искателей плохого, как я. С одной стороны, я могу без увиливаний сказать, раз выяснилось, что он или она козлы, то заберу свои игрушки и не буду писать в их горшок. Fine. I'll do it myself. Но есть некоторый нюанс 5% сидения на противоположном стуле. Я говорила про небольшой кусочек моего полужопия в начале, что пытается маневрировать. И это маневрирование зависит от знания биографии автора. Говорю сейчас исключительно за себя и исповедь. Если мне нравится какое-то произведение, то я не бегу сразу сталкерить автора, вынюхивать его старые посты и мнения. Вероятно, меня за это можно притянуть, а-ля, раз такая правильная, то иди и проверяй все. Не буду, потому что неправильная. Я так же, как и какая-то часть людей, реагирую на яркие скандалы. И с точки зрения своих принципов и ориентиров, я могу разочаровываться в каких-то известных художниках и других людях, которых вычеркну навсегда из своей жизни, несмотря на их крутость и мою прошлую любовь к ним. Но выискивать косяки мне совсем не нравится, так что тут я могу крупно проебываться. Читаю книгу без контекста, и она может нравиться сама по себе. Язык там написания, например. Узнаю, что автор был нарушителем закона, и все. Мозг уже не отключишь. И вот у меня в детстве была любимая книжка «Алиса в стране чудес». И, боже, она была такая красивая, я не могу. Там были иллюстрации диснеевские, и я залипала часами с этой книгой. Каждый раз, когда простужалась и лежала с температурой, то читала ее. И из-за этого у меня сейчас такая приятная ностальжия по детским болезням, потому что мне нравилось, как мама суетится с чаями и всякими там куриными супами с буковками, потому что из-за температуры есть не хочется. И эта яркая книга передо мной, когда я до самого носа укутана в теплое одеяло. Но спустя время, когда уже я выросла, то узнала про автора то самое. До сих пор, конечно, никаких прямых доказательств нет, но его странная привязанность к маленьким женщинам, не забываем, Эзопов язык, вызывала даже в то время у некоторых людей вопросики. Так что послевкусие все-таки неприятное. Это как, знаете, с песней. Пока не знаешь, что певец... трек залетает. Узнал и уже думаешь, черт, а теперь эта строчка звучит подозрительно мерзко. В общем, мне кажется важным относиться ко всем одинаково, и к дворнику, и к музыканту, который собирает стадионы. Мы можем простить дворнику, что он послал кого-то к херам собачьим, если у него был сложный день, но он сожалеет о грубости. Я думаю, можем. Так что в этом плане я тоже отношусь спокойно, когда кто-то из знаменитостей поддается эмоциям без рукоприкладства. Но можем ли мы простить дворника, если он нарушит закон? Я так не думаю. Поэтому не считаю нужным пытаться оправдывать и известных людей. Оказался мерзким слизняком, и катись колбаской со своего пьедестала. Так что да, философия тут простая. Мы всегда будем видеть и произведение, и отражение человека за ним. Вопрос только в том, что для каждого из нас важнее. Сама картина или знание о том, кто держал кисть. Кто-то всегда будет говорить: искусство живет отдельно. Наслаждайся картиной и не думай о художнике. Другие же крикнут: да вы что, он же гниль, как можно вообще смотреть на его работы? Но знаете что? Этот вопрос не только про картины или музыку. Он про нас, про то, кого мы пускаем в свой плейлист,
на свою книжную полку, в избранное и, в конце концов, в свою голову. Потому что, когда мы слушаем что-то или читаем, автор пробирается туда со своим внутренним миром и ценностями. И тут встает главный вопрос. А готовы ли мы к тому, чтобы он там поселился? Разве это реально наслаждаться искусством, когда знаешь, что его автор был чудовищем? Конец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Конечно же, не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваши любимые творцы всегда будут на правильной стороне. Па-па.